Выезжаем от контрольного пункта номер 1. Очень быстро дали еду, покушали. Наконец-то сытые, довольные, едем вниз. Радует то, что несмотря на достаточно большое количество потерянных часов в гостинице, ну как потерянных, на восстановление, мы все еще обгоняем многих ребят, которые менее акклиматизированы. Мы просто едем сильно лучше на высоте, чем они. Так, надеюсь, что коленка пройдет за сегодня-завтра и больше таких проблем не будет доставлять. Кажется, что мы встретили Яков. Прикольные создания. Но вообще ехать тут не очень безопасно, потому что можно случайно камнем попасть и поломаться. Да даже можно и без камня. Просто поломаться по случайности. Вот этим вот бродом нас пугали. И он реально непроходимый. Жесть. Очень бурный поток воды с ледников течет. Вечер, все растаяло. Вот так вот перебираемся дальше по камешкам. Вот здесь уже не перебраться. Спустились с базового лагеря Пика Ленина. Спуск был, не скажу, что гладкий, очень много гребенки. Хорошо, что у меня подвес. Ехал практически с комфортом. Все равно велосипед тормозит на этих неровностях, хоть ты их особо не ощущаешь, но ощущаешь снижение скорости. Спустились, силы есть. Сейчас готовы двигаться дальше. Мы закупились в магазине, взяли пару баночек тушенки, макароны. Это значит, что у нас будет хороший вкусный ужин. Сегодня у нас на ужин макароны с тушенкой. Сейчас узнаем, что же внутри местное. Хочу сказать, что гонщики такой еды-то не видывали. Они там едят таблетки со своими этими... Как это называется? Что мы ели? Ну, кстати, не так плохо. Мне нравится. Нормально. Времени 22:40. Встаем на ночевку. Были планы ехать дальше, но, к сожалению, ветер решил все иначе. Когда скорость по ровной дороге по шоссе упала до 13 км в час, было принято решение искать какой-то грунтовый съезд и останавливаться. Поэтому ночуем чуть раньше, чем запланировалось. Хотя силы, повторюсь, были. Доброе утро. На часах около 7 утра. Я спал так себе. Вот проснулись. Сейчас приготовили себе поесть. Через 1,5 часа обещают начало дождя, и хотелось бы уже собраться до того, как дождь этот начнется. Пока зашиваю свою старую герму, которую я порвал, и жду, пока макароны остынут. Времени не знаю сколько, около 8:30. Впереди нас ждет 50 километров абсолютно прямой шоссейной дороги. Спасать лежак. Надеюсь, часа за 2-2,5 мы это проедем. Ветер дует, но не очень сильный. Наконец-то начался подъем в первый перевал. Погода прохладная, откровенно прохладная погода. Даже в куртке не очень жарко. Взяли первый перевал, который называется 40 лет Кыргызстану. Сейчас у нас будет спуск на 200 метров, потом опять подъем на абсолютно идентичный перевал. Взяли второй зуб перевала. Еду, ем пряники, наслаждаюсь видами. Наконец-то пропал ветер, который был в предыдущей долине. Стало гораздо приятнее ехать. Он был пронизывающий и достаточно сильный. А пока картинка такая.
Из-за того, что дорога перекрыта вследствие противоаварийных работ, ехать, к сожалению, по нормальной дороге сейчас нельзя. И приходится спускаться пешком по такой вот тропе. Времени 5 вечера. У нас получилось отлично пообедать в городе Гулча. И сейчас мы поднимаемся. Первый настоящий перевал за сегодня. Около 1000 метров набора. Дальше будет спуск. И набор уже в перевальчик посерьезней. Который закончится самым суровым пешеходным участком, который есть в гонке. Раскрутилось стопорное кольцо, которое держит кассету. Сейчас будем пытаться закрутить его обратно. Проблема оказалась вот в этой пластиковой проставке. Она слишком толстая, и кассета хорошо не садится на барабан. Если поставить без этой пластиковой проставки, то она начинает болтаться. Продолжаем починку нашего многострадального колеса. Заменили 2-миллиметровую пластиковую проставку на куски от пластиковых бутылок. Так, уже по звуку получше. Так идет. Что у нас тут с люфтом? В пределах разумного. Все неплохо. Доброе утро. На часах около 7 утра проснулись. Была достаточно теплая ночь, но очень сильный ветер дул все утро. Я хотел поспать в куртке и в штанах, но в итоге не удалось. Ветер меня задул, мне пришлось залезать в бивик. Сегодня у нас на завтрак макароны с сушеным мясом. Тушенки или каких-либо мясных продуктов или хоть чего-то в магазине не было, поэтому тратим сухие запасы. Добрались до большого магазина, где случайно встретили огромное количество велосипедистов. Большая часть уже уехала пару минут назад. Мы отлично поели и сейчас тоже готовы двигаться. Неожиданно тех людей, которые мы не видели за нами несколько километров, тоже стали материализовываться. В общем, просто точка спауна. Здесь оказалась очень вкусная курица-гриль. Отлично приготовлена. Довольны, сытые. Сейчас поедем вперед к перевалу, где нас ждет Большой Брод. Практически добрались до последнего поселения с населенным пунктом перед пешеходным перевалом. Вот тут вот такая красота. Просто как в американском фильме. В 6:30 проснулись. Заночевали недалеко от Брода. Пока что самая холодная ночевка. Ночью был точно минус, потому что гермы покрылись льдом. Дальше, скорее всего, будут такие же температуры и будет некоторые испытания. Сегодня завтрак у нас есть, но не настолько богатый, как вчера, к сожалению. Макароны и банка скумбрии. Еще, скорее всего, еще есть пряники, мальтодекстрим, который нужно будет сейчас выпить.
А так надо было, конечно, побольше вчера закупиться. Что-то мы протупили. К сожалению, российский мальтодекстрин не может без пескомочков. Получается вот такая вот ерунда. Вот как будто ешь пенопласт. По вкусу, я думаю, не лучше. Просто мерзотнейшая хрень. Наконец-то добрались до Брода, которым нас всех пугали. Выглядит пока не очень страшно и кажется переходимо. Сейчас сниму носки, чтобы их не мочить, и перейду в ботинках на голую ногу. Продвигаемся по тропе на перевал Суёк. Ехать невозможно, все идут пешком, как-то вот передвигаются. Впереди практически отсутствует тропа. И главное вот не упасть вот туда в обрыв. Вот. That Russian just ran and got his bag. His bag fell down the cliff. That is unbelievable. I wish I caught that on video. This is nuts, this section. He took the shortcut and it's too much. He could have died. Дима упал вон оттуда, про то место, которое я говорил, считал опасным, в самый низ к реке. Красная. Сейчас я тебе дам все сделаю. Скорее всего, это перелом. Не чувствую, что это перелом. Это лучше просто. Как тебя отсюда вызволять? Я сам пойду. Сейчас ждем 20 минут, посмотрим, что будет происходить с ногой, но выглядит, честно говорю, страшно. Вот эта вот шишка, и непонятно, перелом это или нет. Крайне опасный подъем, ужасный, очень тяжелый. Тебе приходится нести велосипед на плечах, если у тебя сил нет, ты просто падаешь в пропасть. Дима вроде как живой. Скажи что-нибудь, Дима. Короче, я сорвался вниз напрочь. Ну вот, наверное, мне помог тормозить велосипед, пока я летел по камням. Ну, вот, еще и сумка чуть не уплыла. Благо, я ее успел поймать. В общем, вроде все хорошо, но я пребываю в шоке, и это абсолютно идиотская была затея там пойти. Нет, второй раз я бы тут ехать не хотел. Приходится вот такой вот фигней заниматься с вероятностью упасть в воду, как я уже сделал. Но вроде не сильно намок. Суёк, перевал, реально ощущается испытанием, потому что начинается град. То дождь, то град. Сейчас вот град идет, маленький. Надеюсь, он не усилится. Но туча в наличии. Я думаю, будем делать то же самое. У него есть специальный рюкзак, на который можно повесить велосипед. Точнее, как это не рюкзак, это лямки, специальный аксессуар, на который вешается велосипед. И она взяла еще парочку хайкинговых палок. Здесь это просто must have. Ну это трошанины. Наконец взяли перевал. Я не знаю, будет ли что-то слышно, но в общем вот, мы поднялись.
Ушел целый день. За моей спиной табличка. Внимание, государственная граница. Я хер знает, слышно ли что-нибудь такой ветер. Здесь он просто дикий. Надо отсюда побыстрее. Доброе утро, день 7. Нас разбудило мокрым снегом, который усыпал все горы за моей спиной. Красиво. Хорошо, что этот мокрый снег очень быстро прошел, и мы не успели промочить абсолютно все. Вот. Сейчас позавтракаем сублиматами, и следующая наша цель — это добраться до магазина, который называется «Голубой караван». Надеюсь, там хоть что-то будет поесть, потому что у нас уже практически вилла. Времени почти 9 утра, мы, кажется, готовы выдвигаться дальше. Холодно, дождь, мерзкая погода, но дождь вроде бы не сильный. Сейчас максимальную ветрозащиту надеваем и будем двигаться дальше по маршруту. Хочется очень сильно доехать до магазина сегодня. Сейчас нужно туда засунуть жгут и накачать давление в колеса. Все поспали. Вообще классно спать. Ну вот мы и добрались до долгожданного асфальта. Ну какая красота. Нам осталось пробросить 50 километров. И, возможно, я очень надеюсь, что мы сможем купить еды. Приближаемся к китайской границе. Бесконечная очередь из грузовиков. Мы доехали до китайской границы. Но нам не повезло, и магазин, который должен был быть открытым, вон там он оказался закрытым. Сейчас попробуем найти хоть какую-то еду где-нибудь. Магазины, оказывается, здесь были в вагончиках. Но, конечно, выбор небольшой. Все до нас купили другие райдеры. Нам достался 2 литра чая. И мы сумели попить чай с сахаром и съесть чуть-чуть хлеба. Лучше, чем ничего. А еще мы зашли в магазин, и там все, что осталось, это просроченная колбаса на неделю. Конечно же, покупать не стали. Бесконечная дорога вдоль границы с Китаем. Вон пограничный забор. И она щедро приправлена гребенкой. Но достаточно гладкая. Можно ехать на лежаке и в целом чувствовать себя нормально. Первые 800 километров гонки пройдены. Это вполне успех. Последние пару часов ехали с помощью хорошего ветра в спину. Спасибо ему большое за это. Он действительно помогает. Почти добрались до контрольного пункта номер 2. Осталось, наверное, около 9, а может и 10 километров. Очень надеюсь, что там будет горячая еда. Ее хватит для нас.